За последнее время мы с вами неоднократно обращались к будущему контенту, забегали на несколько месяцев и несколько апдейтов вперед, пытаясь предугадать, что же нас ожидает дальше. Но все это было исходя из различной информации, которая встречалась там в интернете. Но давно мы не обращали внимания на Ренана Гальвани, который достаточно редко радует нас новостями. И на самом деле зря, поскольку Ренан Гальвани уж больно высокого мнения касаемо ноябрьского обновления, которое, по его словам, будет очень даже крупным. О том, когда же стоит ждать новостей касаемо ноябрьского обновления и какой контент нас может ожидать в крупном ноябрьском обновлении, по словам Ренана Гальвани, опять же, и предлагаю поговорить в сегодняшнем ролике. Как и всегда, не забывайте про лайки и комментарии под этим роликом, и обязательно подписывайтесь, если вы здесь впервые. А перед началом хочу лишний раз напомнить, что у нас присутствует своя группа ВКонтакте и телеграм-канал, в котором также появляются новости по eFootball, а в том же телеграме мы иногда общаемся и находим соперников для игры в лобби-матчах. Подписывайтесь, ссылки в описаниях и закрепленном комментарии. Итак, как вы все знаете, в обновлении 2.2.0, которое будет в ноябре, нас ожидает перенос данных и в целом обновление базы данных. Какие-то игроки уйдут, какие-то игроки придут, и все это вы в общем знаете, мы обсуждали это неоднократно. Соответственно, на сайте, посвященном eFootball, есть отдельная вкладка, в котором Konami разъясняет этот момент. И стоит отметить, что там написано далеко не все, что касается этого обновления. На данный момент доступна информация касаемо перенесенных активов, но если обратить внимание, то можно заметить вкладку касаемо будущего контента, о котором, скорее всего, также пойдет речь, но немного позже. И вот там-то, скорее всего, Konami и расскажут про контент, который стоит ожидать. Возможно, изменения в игровом процессе, режимы и многое другое, но пока что остается лишь гадать. Октябрь уже вовсю идет, а поэтому Ренан Гальвани советует внимательнее следить за этой вкладкой, потому что Konami могут обновить ее в любой момент. Им ничего не мешает сделать анонс в середине октября или просто пополнять сайт какой-нибудь информации в течение месяца, поэтому за этой вкладкой и в целом за сайтом нужно следить внимательнее. Он делает акцент на четвергах. Именно в этот день, вне зависимости от числа, возможно, и будет обновляться сайт время от времени. Но опять же, это лишь предположение и слова Ренана. По словам нашего инсайдера, можно сказать даже экс-инсайдера, в ноябрьском обновлении мы, как и всегда, получим обновление игрового процесса, возможно, завезут изменения погоды, он упоминает про дождь, снег и так далее, о том, что это вроде как успело засветиться в файлах игры, если честно, я этого не видел, но сам инсайдер говорит именно об этом. Также он нередко упоминает оффлайн режимы в лице лиг и кубков, то есть когда вы можете сыграть лиги или кубки, вне зависимости фейковые или лицензионные, с оффлайн командами в оффлайне, не в онлайне. И стоит отметить, что даже такой контент, оффлайн кубки и оффлайн лиги, скорее всего, будут платными. Также упоминается режим редактирования, только он скорее относится к концу года, нежели к ноябрьскому обновлению. И по словам Ренана Гальвани, скорее всего, он подтверждает наши ожидания, что редактор будет скромным. Возможности редактора будут крайне ограниченными. Мы сможем что-нибудь изменить, но сделать полноценные option файлы, которые сейчас распространены для 21 части на консолях, их, скорее всего, мы не получим на старте. А получим ли в будущем, это уже другой вопрос. На то, что с ноябрьским обновлением завезут и некоторые оффлайн или онлайн режимы, по мнению Гальвани, указывает то, что в Steam указанный новый необходимый объем свободного места на диске, в частности в Steam, то есть, по словам Гальвани, он увеличился на 15-20 гигабайт, то есть, по мнению бразильца, раньше было необходимо около 30 гигабайт. Подтвердить или опровергнуть я это не могу, потому что лично я не помню, сколько раньше просили свободного места для игры на компьютере, поэтому остается верить Гальвани в этом случае. По итогу в своих рассуждениях Гальвани зашел настолько далеко, что затронул даже eFootball 2024. По его словам, к релизу этой версии игры у игры уже сложится достаточно крупная база данных, в которой Konami исправят уже все ошибки и, скорее всего, доведут ее до ума. Поэтому к 24 части, по словам Ренана Гальвани, мы получим вполне готовый продукт. Ну и если обратить внимание на все эти слухи касаемо выхода режимов, вполне возможно, что к 24 году, к 24 версии eFootball мы все-таки дополучим весь ожидаемый контент. И Konami лишь придется полировать онлайн, делать его актуальным и всячески поддерживать игру, поэтому это тоже не исключается. И как-то вот так вот, друзья. Какие же выводы мы можем сделать из всего этого? А то, что в ноябре нас ожидает поистине глобальное обновление. Если мы по-своему радовались небольшому обновлению до версии 2.1.0, то, скорее всего, обновление до 2.2.0 будет еще больше. А как только что-нибудь появится, мы, конечно же, это обсудим на этом канале, но и в нашей группе ВКонтакте и в Телеграм-канале, ссылки на которые в описании. В комментариях я буду ждать ваше мнение по поводу всего услышанного. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками,
Подписывайтесь на этот канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Ну а у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч, дорогие друзья.